Привет! Уже долгое время в тематических каналах и чатах соцсетей раз в неделю-две появляется новое видео, кадры которого заполнены пылающим квадром или снежиком. И это уже тенденция, причем крайне нездоровая. Поэтому считаем своим долгом предостеречься самим и рассказать вам о том, что делать, если страшное уже произошло и техника загорелась. Чем тушить квадр, багги или снегоход. И главное, как правильно это делать. В основном речь будет идти об огнетушителях. Но будут и лайфхаки, которые допускает МЧС. С вами канал «Из грязи в грязи» и я, Дмитрий. За прошлый сезон было пройдено более 3000 километров, 2,5 из которых прошли в дальних путешествиях, которые мы организуем. Были в степях Астраханской области, горах Кавказа, болотах Карелии и в лесах нескольких областей нашей прекрасной родины. Чтобы продолжать безопасно наматывать километры, мы разобрали эту тему до винтика. А теперь делимся с вами самыми важными аспектами. Чтобы охватить тему целиком, разделим ее на теоретическую часть и практику. Вам ведь интересно, как работает расхваленный Бонтл и лучше ли он обычного огнетушителя за 1000 рублей? Стоит ли за него переплачивать 3 цены? Если да, то подписывайся и нажимай на колокольчик. Скоро мы все покажем в деталях. А сейчас разберемся с огнетушителями. Поехали! Начнем с краткого курса молодого бойца с огнем. Будем рассматривать только бензин, потому что именно им мы и заправляем квадроциклы. Бензин – это горючая смесь углеводородов. В соответствии с ГОСТ ее относят к классу опасности 3 или легковоспламеняющимся жидкостям. Такой жидкостью можно назвать любую, если ее температура воспламеняемости составляет менее 60 градусов. Помещения, в которых хранится этот вид топлива, относят к наиболее высокой категории по взрывопожарной опасности. Это категория А. Возгорание бензина относится к классу пожаров Б, точнее к подклассу Б1. Класс Б означает пожары, связанные с горением жидких веществ, а подкласс Б1 – это горение жидких веществ, нерастворимых в воде. Сюда же относятся и другие нефтепродукты. Пожароопасность бензина зависит от его вида. Он бывает авиационный и автомобильный. Минимальная температура вспышки для автомобильного всего 27 градусов. Это ниже температуры человеческого тела. Получается, что мы все ходячие зажигалки, и стоит опасаться даже разряда статического электричества. Самостоятельно бенз воспламеняется при нагреве от 255 градусов, что, согласитесь, тоже не очень много. Что касается хранения, то наполнение емкостей не должно превышать 80-90%. Учитывайте это, наполняя канистры, особенно те, которые берете с собой, ведь они могут долго находиться под открытым солнцем и сильно вздуться. Сами канистры должны быть сертифицированы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, а также должны быть герметичными и устойчивыми к воздействию испарений. Они могут быть металлическими или пластиковыми. На рынке полно предложений, и останавливаться на них мы не станем. Зато расскажем, где приобрести стильные и полезные аксессуары для квадроциклов. Например, держатели для планшетов. Это новая версия самой удачной модели. Теперь она не только обеспечивает надежное крепление и отличный обзор при езде, но и позволяет наносить крупный, яркий и объемный текст. Вы можете выбрать из готовых дизайнов, оставить кредл без текста в строгом черном или любом другом цвете, или попросить нас нанести логотип вашей банды или любую надпись. Мы сделаем все максимально красиво и оперативно. Помимо холдеров, в нашем магазине вы найдете стильные колпаки на диске практически всех марок квадроциклов, эмблемы, шильды и другие штуки для персонализации техники. Так что переходите по ссылке в описании и выбирайте то, что вам по душе. Для тушения бензина используют огнетушители для легковоспламеняющихся жидкостей. Вот некоторые из них. Порошковые. Порошок, распыляемый из огнетушителя, изолирует горящую поверхность и препятствует доступу кислорода к огню. Пенные тушат огонь путем образования пены, которая покрывает горящую поверхность и охлаждает ее. Углекислотные эффективны для тушения небольших очагов возгорания. Углекислый газ вытесняет кислород из зоны горения, тем самым останавливая огонь. Также тушение небольшого количества разлитого бензина допускается путем накрытия места разлива противопожарным полотном, кошмой или на худой конец смоченной хлопковой тканью. Этот метод работает за счет того, что выводит кислород за рамки химической реакции, ведь горит не сам бензин, а его пары. Ни в коем случае нельзя использовать синтетические ткани. Они имеют низкую температуру плавления и сделают только хуже. Кстати, устрашающий факт. Бензин горит очень быстро. Если его налить в кастрюлю и поджечь, то за час выгорит слой в 25 сантиметров. Это высота нашей фирменной коробки. При этом основная угроза заключается в образовании вредных веществ. К примеру,
Акролеин, который выделяют нефтепродукты, нанесет непоправимый вред здоровью человека уже через 10-15 минут. Поэтому явно стоит держаться подальше и ни в коем случае не стоять по направлению распространения дыма. Ни в коем случае нельзя тушить бензин водой, даже тонко распыленной. Вода имеет большую плотность, чем бензин, и просто проходит сквозь него, образуя подвижную подушку. Тем самым может быть не только увеличена площадь возгорания, но и даже произойти взрыв. При тушении допускается использование песка и грунта. Для нас это актуально, но все понимаем, что грунт должен быть рассыпчатым. Комьями перекрыть доступ кислорода к парам бензина крайне проблематично, но все равно фиксируем. Лопата – это эффективное средство борьбы с огнем. А новые подписчики и лайки на нашем канале – это максимально эффективное топливо для нас. Это сильно мотивирует к созданию новых полезных видео, поэтому обязательно подпишись, поставь лайк и нажми на колокольчик. Теперь чуть подробнее об огнетушителях. Мы будем рассматривать, а чуть позже и применять малолитражные до 5 литров и ручные, то есть для их срабатывания требуется действие человека. Как я сказал ранее, к тушению легковоспламеняющихся жидкостей допускаются пенные, порошковые и углекислотные тушащие вещества. Они являются начинкой для огнетушителей. Быть готовым их применить значит знать не только об их свойствах, но и о последствиях воздействия на организм. Вкратце картина такая. Порошок практически универсальное огнетушащее вещество. Порошковый огнетушитель недорогой, простой в использовании и компактный, поэтому встречается чаще всего. А его содержимое распыляется под действием давления, закачанного в корпус газа. Чтобы узнать, для каких классов пожаров порошковый огнетушитель, нужно посмотреть маркировку. В ней должно быть указано А, Б, С и Е. Иногда встречаются специальные модели для тушения возгораний Б, С и Е. Порошковое огнетушащее вещество образует взвесь в воздухе, которую нежелательно вдыхать. Плюс оно сильно снижает видимость. Вещество способно вступать в реакции с некоторыми материалами, например, пластмассами, и портит их. Для нас это тоже важно. Основные недостатки порошковых огнетушителей. Наносит вред здоровью при вдыхании взвеси, не способен существенно снизить температуру горящего предмета, что может привести к повторному возгоранию. Порошок может слеживаться от высокой влажности и постоянных вибраций, а также приводит к существенному загрязнению поверхности. Углекислотные огнетушители имеют маркировку ОУ. Это эффективное средство в борьбе с возгораниями, но имеют ограниченную сферу применения. Так что же можно тушить углекислотой, а что нельзя? Разрешено тушение электрооборудования до 10 кВт, горючих жидкостей и газообразных веществ. Запрещено тушение веществ, для которых не нужен приток кислорода, а также твердых предметов и людей, так что универсальными их не назовешь. Как это работает? Углекислота при распылении очень сильно охлаждается и превращается в частички, похожие на хлопья снега. Будьте внимательны, при неаккуратном обращении возможно обморожение рук. После выхода из баллона вещество быстро улетучивается, что обеспечивает минимальный вред материалам. Этот тип огнетушителя рекомендован для тушения пожаров классов Б, С и Е, а также для тушения дорогостоящего электрооборудования. После применения углекислотного огнетушителя в воздухе повышается концентрация углекислого газа, поэтому распылять вещество необходимо по направлению ветра. Воздушно-пенные огнетушители тушат пламя за счет образования густой пены, состоящей в основном из воздуха. Они эффективны на начальном этапе возгорания и хорошо справляются с тушением легковоспламеняющихся веществ и материалов, но использовать и хранить их можно только при плюсовых температурах, значит, они нам не очень подходят. Этот вид относительно безопасен как для человека, так и для материалов. Пена довольно легко устраняется и наносит наименьший вред пластикам. Вспенивание происходит за счет контакта с воздухом, либо благодаря химическому активатору, который находится внутри корпуса огнетушителя. Ну а что же будем испытывать? Мы подготовили все 3 образца. Углекислотные, взяли 2 штуки по 1 литру, чтобы общий объем был такой же, как и у других. Кстати, почему-то нам приехали образцы для Украины. Вы знали, что по-украински огнетушитель — это вогнегасник? Такие огнетушители компактные и удобные. Многие возят их с собой в автомобилях. Тем интереснее будет его испытать. Порошковый огнетушитель 2 литра. И, конечно, звезда сегодняшнего видео — Бонтал. Компактный, красивый и разрекламированный. Он относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей и предназначен для тушения пожаров классов А, Б, С и Е. Причем оборудование, электрооборудование, которое можно им тушить,
может быть под напряжением до 25 тысяч вольт. Как же понять, какой из них какой? Здесь все очень просто, по маркировке. На каждом огнетушителе в обязательном порядке должен быть указан тип огнетушащего вещества, объем и классы пожаров, которые можно им тушить. В данном случае огнетушитель порошковый 2 литра и классы пожаров А, Б, С и Е. Все то же самое продублировано и в символах. Коли мы решили брать огнетушитель с собой, необходимо позаботиться и о креплениях. Самое распространенное и удобное такое. Оно состоит из двух частей. Верхняя часть держит сам огнетушитель, они крепятся на металлические хомуты. Ответка крепится на технику, плоскость, поверхность с болтами или заклепками, или на трубу при помощи таких же хомутов. Например, на трубу багажника квадроцикла или на трубу выноса. Оно быстросъемное. Работает таким образом. Фиксатор оттягивается и планки разъединяются. Здесь это делать не очень удобно, когда все зафиксировано, происходит намного быстрее. Обратно соединяется точно так же. Главное, чтобы крепление было металлическим. Пластиковые могут и дня не прослужить. У меня было такое. Хватило буквально на пару десятков километров. Стоимость креплений порядка 1000 рублей. Как и куда их можно закрепить на квадроцикле, мы покажем во второй части ролика, в которой проведем тесты всех приобретенных образцов. Это будет максимально интересно. Надеюсь, ты не забыл подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить это. На сегодня все. Пока мы готовим видео с тестом огнетушителей, посмотри другие ролики на нашем канале. Например, в этом мы рассказываем о том, какие устройства лучше подходят для навигации на квадроциклах. Это был канал «Из грязи в грязи». Пока.